Привет, армия BTS V. Давайте гордиться. Глубокий, насыщенный и эмоциональный баритон Тэхёна из BTS только что проложил новые пути. Ким Тэхён больше не просто айдол K-поп. Он официально вошел в список Википедии величайших баритонов в неклассической музыке. И вот что удивительно, он единственный из наших айдолов в этом списке. Теперь его имя стоит рядом с такими легендами, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Дэвид Боуи. Именами, которые были записаны в учебниках истории музыки. Голосами, которые определили поколения. И теперь наш Тэхён из BTS среди них. Это не просто признание, это история. Поклонники по всему миру не только празднуют это достижение, но и наполняются гордостью и эмоциями. Из небольшой репетиционной комнаты в Сеуле он теперь находится в одном ряду с самыми знаковыми голосами всех времен. Невероятный подвиг. Что делает голос V из BTS таким особенным? Армии BTS V знают ответ. Это не только его глубокие тоны, это не только его вокальная техника, это эмоции, текстура и то, как его голос обвивает каждую строчку, словно бархатная лента вокруг сердца. Будь то преследующее одиночество «Синкрлирти» или душераздирающая уязвимость «Стигма». Тэхён из BTS не просто поет, он говорит с нашими душами. Мы хотим услышать от вас, какой ваш самый запоминающийся вокальный момент V из BTS. Глубокие низкие ноты «Rainy Days», джазовая плавность «Сладынсинг» или грубая боль «Blue Ampersand Grey». Оставьте комментарий, пусть это будет любовным посланием его искусству. Тэхён из BTS все еще недооценен. Вопрос в том, недооценен ли V из BTS как вокалист в музыкальной индустрии. Несмотря на признание Википедии, кажется, что мейнстримовый музыкальный мир недостаточно говорил о его диапазоне, эмоциях и оригинальности. Но доказательства есть, и его голос изменил все. В K-поп яркий, высокий вокал обычно находится в центре внимания. Большинство мужчин-айдолов обучаются петь в диапазоне тенора, гибко и драматично. Но V из BTS пришел с чем-то другим. Со своим фирменным низким регистром он не пытался вписаться в шаблон индустрии. Вместо этого индустрия начала вписываться в него. Его сольный дебют «Стигма» был ранним доказательством. Джазовый, театральный и требовательный к вокалу, и он исполнил его с невероятными эмоциями и контролем. Затем последовал «Синкрлирти», шедевр, продемонстрировавший не только его голос, но и его артистическую личность. Всего одна вступительная нота и сломанная маска достаточно, чтобы заставить замолчать миллионы. Даже в песнях группы BTS его голос выделяется. Низкие гармонии, которые больше ощущаются, чем слышны. Вот и все. Тепло, которое внезапно окутывает припев. И это тоже. Дело не только в тоне. Дело в присутствии. Когда Википедия называет V баритоном в неклассической музыке, они не просто обновляют список, они делают заявление. Наш кумир поет на корейском языке, наравне с Элвисом Пресли, Фрэнком Синатрой, Дэвидом Боуи, Лютером Вандросом и Алексом Тернером. Это не опрос фанатов. Это не редактирование фанатской базы. Это фактическое признание с платформы, которая записывает историческое наследие мировой музыки. И то, что V из BTS попал в список в свои 20 с небольшим, почти неслыханно. Он больше не тень в толпе. Теперь он стоит среди легенд. Культурная веха, а не просто личная победа. Включение Тэхёна из BTS в этот список – это не только о нем. Это культурная веха. Долгое время артисты K-поп ломали границы, но часто мировое признание все еще кажется избирательным. Корейских айдолов хвалят за их внешность и внешний вид, но вокальные данные редко признаются так широко. До сих пор это признание ясно говорит, что вам не нужно звучать богатым, чтобы считаться великим. Это переосмысление K-поп. Этот жанр не просто шаблонная поп-музыка или яркая хореография.
K-поп теперь является домом для голосов, которые могут стоять рядом с лучшими певцами мира. И V из BTS доказал это. Он не приспосабливался к индустрии. Она развивалась, чтобы принять его. Когда появились новости, реакция фанатов была эмоциональной. После многих лет поддержки Тэхёна в радости и горе, они почувствовали, что артистизм их кумира наконец-то был признан. Для многих RMOV из BTS первой реакцией было недоверие. Это правда. Увидеть Тэхёна в одном рейтинге с Элвисом Пресли и Дэвидом Боуи было моментом невероятной гордости, подтверждения. Их вера в красоту его голоса наконец-то отразилась в мировом признании. Один фанат написал: «Он превзошел K-поп». И это правда. Голос V из BTS превосходит жанры, культуры и даже языки. Речь больше не о K-поп. Речь о музыке. Точка. Начало наследия включения V из BTS в список легенд. Это не конец, это начало наследия, которое он создает. V из BTS пленил нас своим голосом, но его истинная сила в его способности преобразовывать звук в эмоциональный опыт. Каждая песня — это история. Каждая нота — это частичка его души. От «Стигма» до «Синклирти» и его последней сольной работы Тэхён доказал, что его голос — это больше, чем просто вокальный инструмент. Это инструмент эмоций. Ему еще предстоит пройти долгий путь. Но этот момент навсегда останется в памяти как момент, когда мир наконец увидел его таким, какой он есть, голос, который выдержит испытание временем. Все мои RMOV из BTS. Этот момент тоже ваш. Вы были частью этого путешествия с самого начала. Продолжайте поддерживать V из BTS, потому что мы не видели конца его величия. Мы только начали.